Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Поступил один вопрос, интересный вопрос от Галины. Да, Галине буду отвечать на данный поставленный вопрос. На установку и применение рыболовных мереж относительно ее района и ее непосредственно реки и течения. Галина, тут зависит больше моменты эти по мережам, скажем, и их применению и разнообразию является основная часть, это финансовая составляющая часть. Финансовая составляющая часть. В вашем случае для вас, да, уже на канале, на данном канале предоставлены видео применения каких мереж. Вам вполне подойдет, скажем, мережа с двумя, там, скажем, подкрылками или с двумя крыльями, да, с тремя горловинами. Данный вид, допустим, мережи вам вполне подойдет. Также можно туда установить, скажем, непосредственно центральное крыло, и ваше разрешение, скажем, там 30 метров, установить еще центральное крыло от 15 до 20 метров. И вам вполне этого хватит. Вы попадаете в свое разрешение, да, 30 метров, и также более профессиональную мережу. Скажем, чтобы использование, допустим, в вашем случае, есть еще, будет в скором будущем предоставлен видеоролик, непосредственно мереж, ну, именно морд, и применение их непосредственно, да, уже на течении. Это данная конструкция, скажем, это просто морда, ее вполне хватит два горла, для нее хватит два горла, скажем, такая конструкция, да. И здесь непосредственно первый вход обруч, да, и он составляет, там, допустим, в вашем случае может составлять там и 1,5 диаметр, 1,5 метра. Первый проход. И оставшиеся проходы, да, непосредственно уже можно делать как метровые, так там 70, допустим, сам чулок 70 сантиметров. 70 сантиметров. Двухгорловая. Скажем, такую конструкцию можно применять непосредственно, да, как устанавливать, скажем, схематично, если относительно река, да, и захват реки, допустим, у вас составляет, скажем, 50%, то выставляется трос, скажем, от берега, не суть, там, к дереву привязанный, да, и на середину, допустим, реки, что по вашей разрешенности. И уже на тросу, через расстояние, скажем, непосредственно вот этих чулков, да, вывешиваются на тросу эти чулки. Вывешиваются вот эти морды в течение. Да, завешиваются морды. Удобство в чем? Что это на одном тросу, да, скажем, подняли трос и проверяете морды. Проверили, все, опустили, все, дальше стоит. Этих тросов можно в данном случае у вас поставить отсюда, с этой стороны поставить. То есть выставить можно с разрешением совсем. Опять же, я же говорю, в зависимости от финансовой составляющей, сколько у вас позволяет. Непосредственно вы можете выставить. Также эти конструкции можно выставить, допустим, морды непосредственно на кол. Скажем, в хаотичном порядке, в единичном порядке, да, и просто выставление их уже идет непосредственно просто на кол. Выставляете, то есть не тросовое, а просто тут поставили, тут, там, тут, то есть тут уже без разницы, где вы их ставите, да, ну, скажем, у вас линия должна быть.
Чтобы более поймать, скажем, под разновидность рыбы, она у вас там разнообразная, да. Допустим, в данную конструкцию эффект ловли, там, скажем, ну, так, к примеру, я там видел, я сейчас смотреть не буду письмо, плотва, да. Плотва, она стайная, да, в нее попадать будет, но более, чтобы эффективно, допустим, захватить ваш участок рыбы, да, то, что уже представлено, ну, скажем, не более, сначала разберем момент, что представлено у вас, допустим, захват можно сделать морду, то, что представлено непосредственно на канале. 3 горла вам необходимо, 3 горловины. И подкрылки, допустим, растянуть, просто подкрылки, там, сделать растяжку. Да? Подкрылки, которые будут составлять там, порядка 10 метров, там, 10-15 метров. Вам вполне хватит. Чтобы в вашем случае, если заниматься уже более промыслово, скажем, заниматься промыслово, и вылавливать, скажем, да, породу рыбы, и вы знаете именно место, где вы хотите ставить, и, скажем, где вам удобно это поставить, да, ну, с разными составляющими, да, эффективности. Необходимо, вам хватит, там, допустим, скажем, будет такой загон, да, Галин, для вашей реки, там, река, берега, да, то для вашей реки необходимо сделать, скажем, такой небольшой загон под рыбу, и будет эффект очень хороший. Вам необходимо, если у вас там ширина реки там 200-300 метров, 200-300 метров, то необходимо, там, скажем, если 200 метров, да, крыло, одно крыло вам необходимо, там, скажем, где-то порядка 150 метров, если середина реки. И 2 еще крыла, по 100, 3 крыла, наверное, по 100 метров. То есть, такой конструкцией вы свой участок перегородите, у вас там участок разрешенный, везде же по-разному. Где-то дается разрешение на какой-то участок, где-то дается на какой-то район, где-то дается, ну, разные разрешения, более точные я их не знаю. И чтобы вот вылавливать, скажем, непосредственно всю рыбу, да, вашу перечисленную, которую вы перечислили, написали мне в электронной почте, нужен отбойник, который поставится вот так немножко под углом, прям от берега. Прям в берег, заведенный в берег. Прям в берег. Изготавливается он, отбойник, можно сделать прямой, скажем, да, чтобы непосредственно его использовать в другом положении, там, скажем, на клин его не делать. Да? На клин, то есть имеется в виду, что прямой, просто он прямой по вашей высоте. В данной высоте он прямой. Да? И в том же месте у вас же все равно разрешение дается, где не перекрывать, там, скажем, судоходство у вас, да? Скажем так, где-то у вас в том районе выставляют, что, допустим, если фарватер идет здесь, да, скажем так, там суда проходят, то вы не мешаете, вы показываете, что у вас здесь стоят снасти, да, чтобы катера там не ездили, еще что-то. То есть прямой отбойник, чтобы не делать его, скажем, косой, это вот называется косой под углом. Ну, кому необходимо, и кто промыслом занимается, уже ловит непосредственно этими отбойниками, но они готовят на косую от берега, допустим, если применение идет отсев рыбы, там откос ее от берега. Отбойник вы выставляете, да, свой в реку. Выставляете сюда 2 еще крыла, 2 отбойника выставляете. 2 отбойника. На этот промежуток вы сюда непосредственно уже морды выставляете мережи, цепляясь к этому крылу, да, с вашей непосредственно уже длиной. Как я уже сказал, там 15-20 метров ваша длина. Здесь растягиваете 2 морды. Одну морду вытягиваете. Да, как устанавливать, видео есть, как растягиваются профессиональные мережи. И если скос идет у вас непосредственно по, скажем, у вас скос идет, то есть, ну, дно идет ровное,
то одинаково. Если не ровно, эту можно сделать меньше в диаметре, эту побольше в диаметре. Выставляете две морды. Да. Дальше вы выставляете еще подкрылок отсюда, чтобы забрать рыбу. Отсюда еще крыло выставляете, чтобы забрать рыбу. Эту рыбу забрать и отсечь. Да, вот так. И здесь еще выставляете одну морду. Как раз непосредственно просто на растяжку с двумя крыльями. Порядка 10-15 метров. Вот таким образом, да, вот таким образом вы заберете свой участок по отлову рыбы непосредственно, да, по вылову рыбы данной. И также как бы будет эффективно и хорошо плотва у вас попадать. Но тут есть еще разница в чем. Скажем, смотря какая плотва в размерности идет, да, это первый момент. И второй момент, потому что, скажем, на более крупную рыбу необходимо готовить чулки более с крупной ячейностью. Потому что если будет мелкая ячейность, рыба туда не будет заходить. Вы мне задали вопрос, что у вас там 2 чулка, и, по-моему, отбойник у вас идет непосредственно промеж морд, там 0,5 что ли миллиметров, или 0,8 миллиметров. Но вот если у вас еще и чулки на 0,8, но неплохо будут ловить, скажем, и большую крупную рыбу тем более, потому что она туда не пойдет, скажем так, ваши чулки. На более крупную рыбу, из-за чего ставится более крупная ячея. И провяз по коридору там идет непосредственно крупнее ячея. Существует же разность, ячейность. Если вы ловите там среднюю рыбу какую-то, да, то у вас, допустим, если, к примеру, у вас чулок, сам чулок идет ячея, к примеру, 40, ячея 40, сам чулок, то, чтобы у вас рыба, скажем, на мотне уже пойдет, у вас ячея, к примеру, 20 на мотне, на коридор у вас уже пойдет ячея там порядка 50, ячея 50, там, 55, да? Это на более крупную рыбу. Но, конечно, вы в такую морду, скажем, плотву свою не поймаете. Плотву, скажем, вам необходимо, там, скажем, если даже ловить, уже более в данной конструкции, которая вот здесь, да, к примеру, вот можно вот здесь у вас, чтобы плотву отсечь, ее поймать, да, уже более, потому что плотва стайная такая рыба, там, скажем, или тросовую натянуть, морды, или, скажем, поставить на коле. Ну, лучше на коле вот в этом районе уже подставить, да. Когда она уже стая крутиться будет, она вот здесь будет хорошо в морды попадать. Она будет, если на коле расставить, она будет хорошо плотва вот здесь попадать. Но там уже пойдет в морды непосредственно мелкой ячейностью. Там, скажем, ваша плотва там уже должна быть ячея там на 20. А более крупную рыбу вы отсекаете более крупной ячеей, чтобы она у вас хорошо заходила. И таким вот образом, то есть у вас уже провяз идет. А вот отбойники там, допустим, ваши отбойники, да, но это порядка, опять же, смотря в вашем водоеме разрешение и, скажем, применение, вот эти отбойники, да, они идут порядка там, скажем, ну, 10 могут идти, порядка 14 миллиметров, ну и нитка должна идти там порядка 1,4, 1,6. 1,4, 1,6 по нити. Вот эти отбойники. Вот в этом случае, допустим, в такую конструкцию вы поймаете уже, сделаете облов вашего участка хороший, да. А если более какие-то, я уже рассказал вам, что есть те же моменты, которые уже представлены на канале, вам вполне хватит, да. Также вот тросовое использование, меньше там затратное оно. На тросах вы вывесили, перегородили и принципиально, там, скажем, ну да, там, опять же, я говорю, там, как у вас судоходство, как у вас разрешение, как что. То есть, это все моменты надо знать и учитывать. То есть, разность там и по породы, скажем, если вы хотите всю там породу выловить, да, скажем, перечисленных ваших рыб, то это вот так. В вашем случае вот так.
Если отдельные какие-то виды пород, да, ну, немножко по-другому. То есть здесь надо рассматривать уже непосредственно, что в большей преимуществе для вас имеет место быть. Но если вы, я же еще раз повторюсь, планируете и ловите, скажем, плотву, то крупная рыба туда, там, в ваше мелкоячеистую ячею там не пойдет. Ну, попадать она там будет, там 2 штуки шальных, но массы рыбы попадать не будет. Допустим, даже в каких-то районах выставления, скажем, непосредственно там мор, да, вот есть необходимость в каких-то районах там поставить, скажем, морды мережи, да, вентирян, назовите как удобней, и отсечь рыбу, а поймать только судака, допустим, и окуня. То если выставляют там централизованно, уже профессионально растягивают морду, то вот этот центральный отбойник тянут порядка там, скажем, 100 метров отбойник. То в этом случае рыба, там, скажем, белорыбица, она не идет, она устает, да, а непосредственно уже там, скажем, там, который судак посильнее рыба, окунь, попадает практически только одна рыба, судак и окунь, да, белорыбицы нет, отсеивается эта рыба в данных, там, скажем, в данных местах, в данных областях там применения, делает более длинное крыло. И также, допустим, если ловить только там в сезон плотву, скажем, нужен для нее подзагон, там, чтобы она стайная, она крутится и попадалась. То есть ее как бы в такие просто выставлены, но она меньше эффективно туда идет. Попадает, но не так. Если чтобы забрать хорошо, там, допустим, большой тоннаж рыбы, то немножко по-другому там все делается, конструкция опутывается. Все, спасибо за внимание. Вроде как я ответил вам. Если что-то непонятно или еще что-то надо будет дополнить, да, я дополню. Но просто переписываясь в электронной форме, да, в электронном виде, но это больно долго описывать этот момент, да, лучше уж так снять, там, скажем, небольшое видео, да, вам показать, рассказать, чем столько времени потратить по электронной почте, это все описать и что-то вам подсказать. Все, спасибо за внимание. До новых встреч.